Всем привет! Меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такой вот интересный рюкзачок. Вяжется он очень легко и быстро. Вот так вот, видите, выглядит он сзади. Вот такие у нас лямочки. Вот так вот они присоединяются. Лямочки я сделала сама. Чуть дальше объясню в видео как. И в принципе ничего такого сложного нету. Вяжется он очень быстро, очень легко. Понадобится нам 3 мотка шнура карамель. Здесь идет 75 метров в мотке, 5 миллиметров диаметр шнура. Что еще? Понадобится также нам молния, такая вот на замочках, длинная молния, чтобы хватило полностью на весь рюкзак. Какое-нибудь украшение. У меня это вот такой брелок, это может быть любое украшение, все зависит от вашей фантазии. Также, если у вас такие же лямки, 3 кольца карабина. У меня здесь одно кольцо побольше, размер 35 миллиметров, и 2 колечка поменьше, 25 или 28 миллиметров. Ну, в принципе, разницы там особо не имеет, несколько миллиметров, ничего страшного нету. Ну и в принципе все, что я хотела вам сказать. Вот такой вот рюкзак у нас получается, очень удобный, полностью расстегивается, шикарно это выглядит. Сейчас покажу как. У меня здесь, видите, напихала синтепона, чтобы это все держало у меня форму. Видите, вот так застегивается, вот так вот он открывается. То есть можно застегнуть наполовину и залезть также в рюкзак, можно застегнуть полностью с двух сторон. Ну и вот так вот будет у нас выглядеть наш рюкзак. Форму он держит достаточно хорошо. Я напихала сюда синтепона, чтобы он у меня после отпаривания принял форму как раз. И пока вот он у меня отпаривался, пока он у меня принимал форму, я готовилась здесь все снимать. Поэтому не переживайте, форму он держит хорошо. Ну и давайте, чтобы не отвлекать много вашего времени, пойдем вязать. Итак, начнем мы с вами, как обычно, с набора воздушных петель. Для закрытия ряда оставляем небольшой хвостик, примерно сантиметров 100-120, то есть метр 20. Большой нам нужен хвостик, так как наше полотно будет достаточно большим. И теперь подкладываем наш хвостик под рабочую нить. Вот таким вот образом формируем первую петельку. Вот так. Сильно мы ее не затягиваем, так как ее мы тоже считаем. И теперь нам нужно набрать 37 воздушных петель. 2, 3, 36 и 37. Вот такая вот цепочка из воздушных петелек у нас с вами получается. Далее мы с вами начинаем вязать по принципу стандартного обычного овального донышка. Во вторую, вот сюда, во вторую петлю от крючка мы вставляем крючок, захватываем петлю и провязываем первый столбик. Далее в следующую петельку мы вставляем крючок, вытягиваем и провязываем второй столбик. Следующая петелька и третий столбик. Следующая и четвертый столбик. Вот что у нас с вами получается. Таким образом мы вяжем до конца ряда. Итак, после того, как мы с вами провязали до конца, последний столбик, наша последняя воздушная петелька осталась. Мы вставляем крючок в нее и вяжем 3 поворотных столбика. Первый столбик, далее второй столбик, и сюда же в эту же петельку мы вяжем третий столбик. Вот так выглядит наш поворот. Теперь хвостик подтягиваем, чтобы не было сильно большой дырочки, и переходим к вязанию вот этой стороны. Теперь хвостик мы прячем в вязание до конца ряда, он у нас будет прятаться под нашими столбиками. Теперь вот она, первая самая петелька, мы вставляем крючок в нее вот таким вот образом и подкладываем наш хвостик. Первый столбик. Далее
следующая петелька, хвостик на крючке и второй столбик. Вот так вот будет выглядеть наше вязание. Таким образом мы вяжем до конца ряда, то есть до вот этого момента. И не забываем параллельно прятать наш хвостик. Итак, вот мы подошли к концу ряда. У нас вот здесь вот осталась последняя петелька, наш поворот. То есть один столбик мы провязали в нее, первый столбик был ряда, и воздушная петля подъема — это второй столбик поворота. Далее мы вставляем крючок в эту же петельку, в эту же вершину, и вяжем третий поворотный столбик. И закрывать ряд мы уже будем нашим хвостиком. Вытягиваем его полностью на эту сторону. Вот что у нас получается. Далее вот она, самая первая вершина. Мы вставляем крючок с обратной стороны под вершину, захватываем нить хвостика и вытягиваем наизнанку. Вот что у нас получается. Далее последний столбик, вот такая перемычка, и середина вершины, откуда у нас вышел наш хвостик. Захватываем нить и вытягиваем его сюда. И вот что у нас с вами получилось. Вот такое вот красивое бесшовное соединение. И вот такая вот заготовка. То есть это самое начало нашего рюкзачка. Примерно вот так вот он будет выглядеть у нас. Вот так. Дальше мы вяжем с вами по принципу стандартного овала. То есть у меня уже есть на канале видео, как вязать овальные донышки. Это то же самое большое овальное донышко. То есть я бы даже сказала огромное овальное донышко. Вяжется оно абсолютно так же, как и маленьких размеров донышки. Ничего сложного в этом нету. Ссылочку с подсказкой оставлю с этой или с этой стороны. Не знаю, где она у меня вылезет потом. Так что переходим по ссылочке. Вяжем наш большой овал на ту высоту, на ту ширину, которая нам нужна. То есть мы примерно вот так вот складываем. И смотрим, нравится нам вот такой вот рюкзак, вот у нас получается, оставляем, не нравится, довязываем или наоборот прираспускаем, да, то есть здесь все зависит от вашей фантазии, какой размер вы хотите рюкзака, такой овал мы вяжем с вами. Ну и чтобы не отвлекать много времени, переходим по ссылочке, смотрим, вяжем. Если вы уже умеете вязать овальное дно, сами вяжем до конца. И я покажу вам, что мы будем делать дальше. Итак, я довязала свой овал. В общем, у меня получилось 11 рядов. Давайте вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов. Закончила я ряд вот здесь вот между прибавками. У меня получается 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. И давайте по размерам. Смотрите. В длину мой овал получился 57 сантиметров, в ширину 23. Вы можете связать овал побольше или наоборот поменьше, если вы хотите совсем детский маленький такой рюкзачок, да, то вяжем овал поменьше. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Дальше нам вот здесь нужно обвязать весь наш овал по кругу соединительными столбиками. Находим нашу первую петельку. Вставляем крючок и вытягиваем петельку. Следующая вершина, вставляем крючок, вытягиваем вторую петельку. И теперь эту протягиваем через предыдущую. Следующая вершина, петелька, протянули через предыдущую. Вот у нас уже 2 соединительные петли. Далее 3, 4, 5, 6 и так далее. То есть вот что у нас с вами получается. Старайтесь сильно вот эти петельки не затягивать, но и также сильно их свободными тоже не нужно делать, иначе все растянется, некрасиво будет смотреться. Если вы сильно стянете, у вас все дно соберется в кучку и будет не очень тоже красиво смотреться. Поэтому обвязываем наше дно до конца ряда, закрываем ряд точно так же хвостиком. Но давайте я сейчас довяжу и покажу. Ну вот я довязала до конца ряда. Вот здесь вот у меня осталась последняя петелька. Нам нужно соединить ряд. Точно так же мы вставляем крючок за вершину. У нас вершина теперь смотрит на нас.
Вот таким вот образом вытаскиваем хвостик. У нас такая незаконченная петелька. Теперь вот с этой стороны, с изнанки, вставляем крючок так, чтобы выйти вот здесь вот в последней вот этой петельке. И вытягиваем. Вот что у нас с вами получилось. Вот такой вот красивый ровный овал. Вот так вот смотрится он с обратной стороны. Кстати, рисунок тоже очень симпатичный, и можно вот эту сторону использовать как лицевую. Что мы делаем дальше? Дальше вот эти вот петельки мы с вами завязываем и прячем в вязание. И теперь нам нужно соединительными столбиками пройтись вот здесь вот по центру, чтобы вот эти вот некрасивые дырочки спрятать. Для этого мы берем нить с мотка, вставляем крючок вот здесь вот, смотрите, дырочка, из которой мы вязали с вами 3 столбика поворотных. Вставляем крючок в эту дырочку, захватываем нить и вытягиваем петельку. Немножко это сложно мне сделать, так как все это делаю на камеру, плюс дно достаточно большое. И теперь смотрите, вот она следующая дырочка, из которой у нас выходит столбик. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем соединительную. Далее вот она следующая дырочка. Захватили, вытянули. Ой, хвостик. Так, еще раз. Вытянули. И еще одна соединительная. Далее следующая дырочка, откуда у нас выходит следующий столбик. Вытянули. И еще одна соединительная. Вот таким вот образом это у нас будет выглядеть. Вот здесь вот этот хвостик мы подтягиваем, и наша петелька сравнивается с этими. То есть поначалу она у вас будет распускаться, не переживайте. После того, как мы довяжем до конца ряда, нам нужно будет спрятать все эти хвостики. И здесь точно так же мы довязали последнюю петельку, вытянули хвостик, с обратной стороны вставили обратно в эту же дырочку последнюю нашу, захватили хвостик, вытянули его назад и спрятали. Все, что нам нужно сделать. Итак, я закончила. Вот здесь вот, смотрите, спрятала все свои ниточки и поделила наш рюкзачок маркерами. Теперь смотрите, как мы делим. Вот здесь вот находим наши вот эти вот 34 центральных столбика. Получается, самый первый, вот он столбик. От него мы отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И в 13-ю вершину вставляем маркер. Далее с этой стороны точно так же мы находим крайний вот этот наш столбик из прямой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И в 13-ю вершину мы вставляем маркер. Таким образом, вот здесь вот между маркерами у нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. Это центр, то есть вот это вот будет дно нашего рюкзака, 9 столбиков. Теперь что мы делаем дальше? Дальше нам нужно с вами, получается, связать вот эти вот половинки, которые будут вот здесь вот у нас закрывать наш рюкзак и которым будет пришиваться молния. Берем нить и находим, вот он наш самый крайний маркер. Сейчас я его уберу, чтобы он нам не мешался. И вставляем крючок вот таким вот образом. Вот она, видите, полувершина. И вот здесь, с этой стороны, у нас есть 2 вот такие перемычки. Мы вставляем под середину вершины и под эти 2 перемычки. Вот таким вот образом. Захватываем нить и вытягиваем первый столбик. Вот этот хвостик мы с вами сейчас спрячем в вязание. Провязываем столбик без накида. Далее снова вставляем в следующую вершину и под обе перемычки. Вот так. Давайте пониже опущу кадр. Вот так. Прикладываем наш хвостик, захватываем нить, вытягиваем второй столбик. Вот что у нас с вами получается. Далее следующая вершина. Точно так же заводим крючок под обе перемычки,
накладываем наш хвостик, придерживаем и вытягиваем следующий столбик. Вот так. У нас уже 3 столбика. Снова следующая вершина, под обе перемычки захватили нить, придерживаем наш хвостик, 4-й столбик. Вот что у нас с вами получается. Таким образом нам нужно с вами провязать вот так вот до вот этого вот маркера. Получается, полностью вот эту вот половинку мы обвязываем столбиками без накида до конца, то есть до вот этого маркера. Ну вот я довязала до своего маркера, убрала его, и вот что у нас получилось. В общем, вот таких вот столбиков у нас должно быть 58 штук. Так что посчитайте, проверьте себя и продолжаем вязать. Теперь смотрите, вот мы закончили ряд, довязали до конца, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем точно так же в раскол, только в обратную сторону. Вот здесь вот у нас петелька не законченная, мы, видите, вставляем крючок вот в эту сторону. И вот здесь, чтобы выйти, видите, ровно в раскол галочки. Первый столбик. Далее, вот сюда, вот она, видите, это наша середина галочки. Мы вставляем крючок. С обратной стороны, видите, мы вышли ровно посередине галочки. Второй столбик. Далее снова вставляем в середину, в раскол, проверяем. Третий столбик. Вот так вот это будет у нас выглядеть. Далее снова в середину, сзади проверяем, чтобы выйти в центре галочки. Еще один столбик. И таким образом мы с вами вяжем до конца, то есть до вот этого момента. Вот здесь, где мы с вами начали. И вот что у нас с вами получается. Смотрите, я довязала до конца ряда. Вот так вот у нас будет выглядеть это с лицевой стороны. Вот так вот это выглядит с изнанки. И теперь смотрите, то же самое. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. И точно так же продолжаем вязать в раскол. Вот здесь петелька у нас не законченная, мы вставляем крючок вот сюда. Вот так, видите? Сзади проверяем, чтобы выйти ровно вот посередине галочки. Захватили нить и провязываем столбик. Далее следующую, ровно посередине вставляем крючок, сзади проверяем, провязываем столбик. Следующее, ровно посередине опять же вставляем крючок, сзади проверяем, чтобы выйти в галочки, и еще один столбик. Продолжаем. Вот что у нас с вами получается. Таким образом нам нужно с вами провязать 4 ряда. 2 ряда мы уже провязали туда и обратно. 3-й ряд мы начали, довязываем его до конца и возвращаемся обратно 4-м рядом. 4 ряда связали и переходим на эту сторону. Тоже точно так же вот здесь начинаем с одной стороны маркера, довязываем до этого маркера и обратным рядом вяжем 4 ряда. Ну вот, в общем-то, и все, что у нас с вами получается. Смотрите, я связала по 4 ряда с каждой стороны. 1, 2, 3, 4. И с этой стороны у меня тоже 4 ряда. 1, 2, 3 и 4. Теперь мы складываем наш рюкзак пополам. Пока он, конечно, у нас не так хорошо держит форму. Вот с этой стороны я уже пришила свои половинки. То есть, вот смотрите, с каждой стороны, вот я вот здесь закончила вязать. И обрезала нить немножко с хвостиком, чтобы пришить вот эти вот наши 2 половинки к нашему донышку. Теперь мы берем обыкновенную иголку для пряжи и пришиваем вот здесь вот шовчиками вот за вот эти вот наши перемычки. То есть, смотрите, вот эти вот вершины мы не трогаем, пришиваем вот за вот эти вот части. Вот с этой стороны, видите, хорошо заметно это все. То, что вот эти вот вершины я не трогала, пришивала за перемычки. И вот что у нас с вами получится. Далее
После того, как мы с вами сошьем обе половинки, то есть вот здесь я уже прошила, чтобы вам показать. После того, как мы пришьем вот эту часть, нам нужно будет пришить молнию. Молния у меня вот такая, черная, контрастная, под цвет моих лямок, с 2 замочками. То есть, в принципе, как пришивать молнию, думаю, вам показывать не нужно, вы уже сами с этим разберетесь. То есть вот таким вот образом, чтобы она сильно у нас не выпирала и сильно не пряталась под вязание. Вот так вот достаточно. Вот таким образом мы пришиваем молнию. Далее нам нужно будет с вами одеть лямки. Лямки для рюкзака у меня, получается, я сделала сама. Сделала я их из самого обыкновенного ремешка, то есть вот такие вот ремешки 120 сантиметров есть на сайте Пряжа Центр. И я взяла 2 вот таких вот ремешка, смотрите, разделила их. Получается, от каждого ремешка я отделила вот эту часть с карабином и вот эту. То есть смотрите, вот эти вот штучки, они очень хорошо разделяются, то есть мы просто берем, разжимаем и достаем. Все. Вот эту часть мы можем использовать как ручку для какой-нибудь сумки или еще для чего-нибудь. То есть, ну, все зависит от вашей фантазии. И вот 2 вот такие вот запчасти я отделила и одела их вот на кольцо карабин. Все очень просто. И вот здесь вот у меня остались, видите, 2 карабина и 2 кольца я одену вот сюда вниз рюкзака. И одно кольцо мы оденем вот здесь вот сверху. И вот у нас такие лямки готовы. Я их делала именно вот для себя, под взрослого человека, так скажем. Для детского уже можно взять любые другие. Также можно купить готовые лямки. И можно, в принципе, для детского можно сделать и вот такое вот движение. То есть зацепить их вот так. Вот здесь за карабин. И вот они получаются коротенькие. Ну, то есть все зависит от вашей фантазии. Я вот сделала лямки из ремешков, так как на момент заказа, когда я заказывала фурнитуру, не было именно черных лямок для рюкзака. Поэтому пришлось мне как-то выкручиваться, включать свою фантазию. Вот что я придумала. Это, конечно, мне обошлось дороже, но зато у меня остались 2 вот такие вот ручки, которые можно будет потом использовать как ручки для сумки, да? То есть мы точно так же вот в эти места одеваем карабины, и все, и наша ручка готова. Ничего такого сложного. Карабин можно вот здесь откусить, и без проблем. Что мы делаем теперь? Теперь все мы это дело пришиваем, одеваем и хвастаемся рюкзаком. Ну вот, в принципе, и все. Мой рюкзак готов. Я, видите, одела такое украшение, пришила молнию, одела вот лямочки. Обратите внимание, вот так вот это все выглядит. Очень удобно, очень вместительно. Рюкзак расстегивается полностью, молния пришивается легко. В принципе, никаких таких особенностей больше здесь нету. Очень простой рюкзак в исполнении. Вот здесь украшение может быть любым. Также может быть кисточка из пряжи, может быть кисточка из шнура, может быть любой брелочек, выполненный в технике макраме плетения. То есть все, на что хватит вашей фантазии. У меня вот такой вот брелочек. Смотрится тоже интересно, прикольно. И в принципе вот и все. Спасибо всем, кто смотрел мое видео до конца. Ставьте лайки, переходите на канал, подписывайтесь, смотрите, там еще есть куча разных всяких видео. Также есть несколько видео по вязанию других рюкзаков. И вот новая модель. Если вам понравилось, обязательно напишите об этом в комментариях. Если есть какие-то вопросы, тоже обязательно пишите в комментариях. И всем спасибо, пока-пока.